Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами начинаем свою встречу со станции метро Савеловская большой кольцевой линии. Это вот здесь станции глубокого заложения. А начал я потому вот с большой кольцевой линии 1 марта 2023 года был запущен большое кольцо московского метрополитена, сквозное движение на всех 31 станции метро. И большая кольцевая линия – это одна из самых популярных линий метро, которым пользуются москвичи и гости столицы. Если только вот вдуматься, каждый день в будни большой кольцевой линией пользуется более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. Строилась она рекордными темпами, конечно же, была разделена на несколько этапов. 1 марта 2023 года. Ну и вот мы сейчас ходим, смотрим с вами. Вот такие здесь современные отделочные материалы. Посмотрите, все блестит, все сверкает. Изумительнейший интернет на большой кольцевой линии. Впрочем, как и во всем московском метро. Интернет, конечно, супер. Ну и станция глубокого заложения, вот Савеловская, Марьина Роща, Петровский парк, вот именно вот этот север большой кольцевой линии, они именно вот станции глубокого заложения. В сложных горно-геологических условиях строились эти станции. Тем более нужно их соединить вот пересадочными узлами с существующими ветками метро. Где-то большая кольцевая линия проходила над существующими ветками метро, где-то под существующими ветками метро. И причем все это происходило во время движения поездов. Существующие ветки не останавливали ни на секунду, дорогие друзья. И вот такие изумительные станции были построены. Да, кто-то может сказать, там вот станции в центре, построенные при Сталине. Ну, это станции-музеи, можно сказать так. Ну, а сейчас другие времена, зачем столько строить? Сейчас немножко вот сюда поднимемся, посмотрим, как здесь. И поедем еще несколько станций, посмотрим большой кольцевой линии. Очень тут мне нравится по метро. Хотя в час пик народу очень много. Повторю, вот в час в будние дни только большой кольцевой линии за сутки пользуется более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. Представляете, какие цифры? Суперсовременные поезда Москва-2020. Их отличие, видите, у них двери со стеклением в пол. Вот хорошо видно. В каждом вагоне находится климат-контроль с очисткой и увлажнением воздуха, подзарядка USB-порты, чтобы можно было подзарядить свои гаджеты возле каждого сидения. Вот видите, зеленые полоски, двери открыты. Сейчас будет закрываться и будет менять. А сейчас постепенно меняют устаревшие морально и физически составы на других ветках. И вот когда едешь в метро на других ветках, все чаще вот можно заметить вот такие вот поезда шикарные. Ну, вот если кто не знал, наверняка многие уже покатались на таких поездах. Вот эти вот станции: Савеловская, Марьина Роща, вот Рижская, глубокого заложения, более 60 метров. А вот на Марьиной Роще наклонный эскалатор, который вывозит людей на поверхность, самый протяженный в московском метро, 130 метров. До этого рекорд держал эскалатор на Парке Победы, 127 метров. Вот они, эти великолепные поезда. Указатели, все доступно. Указатели в вагонах. Кстати, построили 3 новых электродепо. Ну, посмотрите, какие шикарные чистые вагоны. Проходят после каждой смены, если так можно выразиться, вагоны санобработку. Вот все там, не знаю, какие мероприятия проводят, но вот эти все бактерии, там особенно этому вниманию было уделено, вот когда ковид был. Но большая кольцевая в то время еще
не была открыта, но на других ветках метро проводили. Ну и давайте поедем до следующей станции доедем. Вот в последний вагон, чтобы людям не мешать, и поедем дальше. Посмотрим еще пару станций. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Марьина Роща. Ну вот одна из них. Вот, собственно, видите, вот это электронное табло и вот скорость. В вагоне температура воздуха, время. Вот порты здесь. Можно соединять газики. И вот возле каждого сиденья такие. Ну и кому не хватит, можно вот тут еще. Здесь вот видите схема метро. Здесь вот не работает. Работает. Вот. Можно расширить, сузить сенсорный экран. Так что все, если нужно, можно посмотреть. Метро, конечно, шикарно. Вот видите, стоит 3 минуты 52 секунды до следующего поезда уже. Все четко. Мы вот с вами в последнем вагоне. И станция Марьина Роща. Именно здесь, как я уже сказал, самый протяженный, самый длинный эскалатор наклонный, 130 метров. Время в пути вот по этому эскалатору порядка 3 минут вы поднимаетесь. Здесь вот, кстати, на Марьиной Роще, видите, вот эти опоры, трехсводчатая станция, вот один свод, вот второй и там третий. Вот тема такая чайников. Видите, как чайники такие пузатые сделаны, оформлены плитами. Если быть точным, 68 метров, по-моему, глубина заложения вот станции метро Марьина Роща. Ну, как известно, самая глубокая станция заложения советского метрополитена. Станция Арсенальная в Киеве, 118 метров, по-моему, глубина заложения. Еще советские метростроители строили. Здесь вот двери, гермодвери, вот если что, они закрываются, там какая-то авария, и можно уже тут реверс воздуха делать. Видите, не забывайте, что станции метро это еще и рассчитаны как укрытие, как бомбоубежище, вот, особенно станции глубокого заложения. Все вы, наверное, помните, что в годы Великой Отечественной войны вот станции метро Московского метрополитена активно использовались для этих целей. Даже вот на станции метро Маяковская проходил съезд с товарищем Сталиным. И проходили, даже несмотря на то, что война была, концерты. Проходили в метро. Если он двери не закроет, ну давайте. Вот мы пройдем в первый вагон и посмотрим, как выглядит, если кто не видел. Как выглядит поезд изнутри. Видите, можно прям от хвоста поезда дойти до головы. Без всяких проблем. Здесь вот такие желтые полоски, обозначающие. Станция Рижская. Вот, до Рижской. Мне вот из всех станций большой кольцевой линии нравится больше всего вот станция метро Рижская. Вот, видите, 0 км в час скорость. Рижская. Давайте пройдем по Рижской. О, хорошо, ветерок. Прям так жарко мне. И вот, посмотрите, здесь сделаны такие выхода. Тоже станция метро трехсводчатая. Вот если брать, вот как определить трехсводчатая. Вот видите, на платформе, на посадочке, вот свод. Это вот один свод в центре зала, куда люди прибывают с других станций, с улицы. Это вот второй свод. И там вот как раз третий свод. Поэтому станция называется трехсводчатая. Станция метро. Ну и вот эти вот порталы, посмотрите, светящиеся диоды. И вот мне напоминает, я всегда вот привожу этот пример. И вот третий свод. Всегда привожу этот пример, как вот Алиса в Зазеркалье. Такие ходки здесь, вот переход на другие станции метро. Сейчас давайте пройдем на станцию Рижскую, Калужско-Рижской линии. Просто покажу вам вот эти вот ходки. Вот он,
переход туда, видите, и написано D2 МЦД. Ну и немножко время еще у нас есть. Вот он, этот полированный металл, листы, даже вот в наклонном стволе. И, ну, вот видите, как ходок, вот такой портал, как будто, как вот действительно, кто смотрел Алису в Зазеркалье, очень так похоже на это все. Ну и туда вот пошел переход. Видите, 3 ходка. Здесь вот один с этой стороны вход воспрещен, и здесь вот два можно идти в ту сторону. Самое интересное, с той стороны также сделано. Вот центральный вот этот ходок, это как раз можно и с той стороны, и с этой идти. А вот два по бокам разделены. То есть вот мы сейчас идем только вот в правильном направлении идем. 4 нитки эскалаторов наклонных. Ну, сейчас работают по 2 нитки, по одной нитке на спуск и на подъем. Ну вот, спускаемся опять вниз. И поедем уже до следующей. А следующая у нас станция метро Сокольники. Сокольники тоже соединены переходом с Сокольнической линией метро. Это как раз вот станция метро, одна из первых, можно сказать, даже первая была построена в 1935 году, Сокольники. И не зря вот Сокольническая линия, все станции пронумерованы, и Сокольническая линия первая. Сигналил. Пройдем туда, вон. Ну вот, видите, двери закрываются, световой сигнал красного цвета. Ну, а красный цвет, как известно, опасность, предупреждение. И вот, когда трогается, он переходит в белый. Белый — это нейтральный. Но все равно пишут везде, вот ваша поездка в метро, запись, пишут везде не прислоняться. Сокольники. Переход на Сокольническую линию. Ну вот, мы приехали на линию Сокольнической ветки, большая кольцевая. Ну вот, вы видели, как мы быстро, вот, кстати, видите, вот и показывает, через 1 минуту 32 секунды будет следующий поезд. Вот как раз и... Вот машинист сидит, видите, у него такие управления поездом. И погнал. Здесь тема, видите, Сокольническая ветка метро, как я уже сказал, была одна из самых первых. И здесь вот герои тех времен, кто фотографии на путевых стенах, кто именно строил станцию метро Сокольники. Вот отбойные молотки в те времена, это самая такая большая механизация была. Но в основном ручной труд, конечно, был. Отбойный молоток, откатка вручную, наполняли вагоны. Строили, конечно, в сложных горно-геологических условиях тоже подвиги совершали, но построили. Ну и, конечно же, на своде станции, ну, по-нашему, на потолке тоже, видите, все станции метро этой линии, вот станция Красносельская там указана. И тоже вот отбойные молотки. Вот такая архитектура. Лучшее в мире метро. Я полностью согласен. Ну вот видите, стоят. Если на поверхности человек, который дает отметки, называется геодезист, то в подземном строительстве это маркшейдер. Он чем отличается маркшейдер от геодезиста? Маркшейдер может и на поверхности работать, и под землей. А геодезист только без сдачи экзаменов, только на поверхности. Ну, представляете, щит идет вслепую. Это вот на улице есть привязки куда, а здесь вы двигаетесь, и щит выходит в заданную точку благодаря этим людям.
Вот такие огромные щиты. Здесь, кстати, проходку шли 2 6-метровыми щитами. Диаметр тоннеля 6 метров. Кстати, узнаете, станция метро Сокольники, куда мы с вами прибыли? Шахты копают. Вот такие исторические кадры на стенах, на путевых. Знаменитые вот две фигуры, которые встречают вас, когда вы подходите к станции метро Сокольники. Вот, видите, станция метро Смоленская на потолке. Вот, спасибо за метро. Вот, кстати, этот все москвичи и гости помнят, наверное. И, ну, она и сейчас так выглядит. Вот он, этот вход. Станция метро Сокольники. Ну и посмотрите, как раз вот отсылает нас, это вот как горнопроходческий щитовой комплекс, исполнительный орган, ну еще и рабочий, который впереди и грызет породу. Вот круглый. Диаметры разные бывают. Ну а самый большой щит, вот проходили Лефортовский тоннель в Москве. 2 километра, 970 метров. Его протяженность одной из сторон. Ну, чуть-чуть до 3 не дотянули, но еще при Юрии Михайловиче Лужкове строили его. Его диаметр, по-моему, если мне не изменяет память, не то 14, не то 16 метров. Вот такой диаметр. Представляете? Сравните, пятиэтажный дом, хрущевка, высота дома 15 метров. А это щит диаметром 16, чуть больше. Вот если их вместе поставить, вот такие тоннели строили. Там один блок крепления, обделки тоннеля весил там чуть ли не под... Ну, тоже уже забыл все. Несколько тонн. Вот такие сооружения. Но это вот с другой стороны путевая стена. Вот они, эти архивные фотографии. Как говорится, героев тех времен. Ну, а мы с вами выходим. Нам нужен пятый выход. И, кстати, еще забыл сказать, вот это новшество почему-то раньше, в советские времена и еще при Лужкове такого не сделали. Все выходы пронумерованы. Парк Сокольники. 5-й выход. А тем временем поезда ходят как швейцарские часы. Хотя, говорят, швейцарские часы сейчас уже не те швейцарские часы, которые были раньше. Постоянно так вот всегда говорят. Точен как швейцарские часы. Ну а мы поднимаемся с вами на улицу. Здесь вот 2 небольших эскалатора наклонных с промежуточной площадкой. Тактильная плитка для слабовидящих людей. Ну то есть вот вы идете по ней прям, и она чувствуется. Вот тут раз поворот, вот такая пупырчатая она. И дальше идете. Ну я желаю всем здоровья, конечно. Ну вот все предусмотрено. И вот так вот идете прям по... Если вот плохо видит человек. И вот все это понятно. Кто о себе какую память оставил, какую Лужков, какую Собянин оставит после себя. Ну, вот, безусловно, это большая кольцевая линия у Сергея Семеновича будет. Так что выходим мы на улицу. И вот, смотрите, здесь вот можно даже водички купить, всякие сникерсы, твиксы, напитки. Вот кофеечек тоже сколько стоит? Ну вот 110 рублей, видите, 120, всякие разные сливочно-шоколадные, латте и прочее. И вот тут, смотрите, прямо даже вот за стеклом видно, как эскалаторы. Это вот вход в Сокольники. И вот сюда звуковой сигнал, обычно он везде, вот на входах в метро, тоже вот не пропустите. Если слышите такой вход, то звук, вернее, то значит где-то есть вход в метро. Ну и вот, конечно, как всегда, я вспотел там. В метро очень тепло, видели даже температуру, а еще и двигайся. И выходим на поверхность. Теперь главное не замерзнуть. На улице плюс 2 градуса. И мы вот выходим с вами как раз к... Вот смотрите, из метро 5-й выход. Выходите, смотрите, храм такой великолепие прям открывается. И вот